Ну что мы делаем, Анастасия? Ну, учитывая то, что я в такой красивой майке и декольте открыто, поэтому будем работать с зоной декольте. Здесь у нас могут быть два варианта. Есть классический вариант биоревитализации зоны шеи и декольте, когда мы используем филлер с фрагментированной гиалуронкой, режим минус на аппарате и оказываем насыщение зоны шеи и декольте. Очень здорово корректируются кольца Венеры, все подтягивается, укрепляется и еще идет осветление зоны декольте. Вот именно вот этот треугольник. В моем варианте будет достаточно облегченного варианта. Я буду использовать филлер с фрагментированной гиалуронкой только зонально, то есть на места, да, вот где есть кольца Венеры, то есть это основание шеи и сама шея. Подготовка у нас стандартная, тоник с АХ-кислотами. Обильно пропитываем ватные диски и тонизируем кожу. Это дает возможность усилить проникновение филлера с фрагментированной гиалуронкой. Тонизируем область угла нижней челюсти, то есть мы работаем, процедура называется шея и декольте, но мы прорабатываем контур лица, и будут наши точки фиксации идти по кости нижней челюсти. Соответственно, этот участок я также тонизирую. Что еще хочу сказать про эту процедуру? Эту процедуру мы проводим как самостоятельную программу ухода и не комбинируем ее с другими процедурами в один день. Так как данная процедура по времени у нас идет около 10-15 минут, но мне хочется сделать интенсивный акцент на этих участках. Итак, на аппарате я ставлю режим минус, время выбираем и помним о том, что регулятор интенсивности у нас должен находиться в минимальном положении. И до того еще, как я включу аппарат, в моем случае филлер-гель я буду наносить у основания шеи, на центральную часть шеи. Помним, что здесь у нас находится щитовидная железа, и этот участок мы в принципе никогда не затрагиваем аппаратными методиками. Соответственно, сюда можно очень так хорошенько наносить гиалуронку. Она будет работать на укрепление центральной части шеи и хорошенько разгладит складки, которые собираются. Так, вбиваем гиалуронку. Примерно 2 нажатия с флакона. Вбиваем до полного впитывания. Ну, это флакон 30 миллилитров, Да, да? да. Это где-то пол-миллилитра получается. А дальше я буду работать по праймер-гелю с режима минус. Так. Филлер с фрагментированной гиалуронкой, он сам по себе работает очень хорошо, и уже, в принципе, можно наблюдать, как кожа укрепилась в области надключичных ямок. Так, дальше мы наносим филлер. Берем достаточное количество геля, немножко наношу его на пальцы. Это касается нашей версии для индивидуального применения процедур. Нажимаем кнопку старта, распределяем гель по задней боковой проекции шеи. Немного спускаемся в трапециевидную мышцу. Сейчас пока что я распределяю праймер. Так, есть. И дальше идем по движениям. Немножко делаем натяжение, слегка наклоняем голову, болезненных ощущений никаких не должно быть. И движемся из-за ушка, можно так сказать, в трапециевидную мышцу. Легкая точка фиксации в конце каждой линии. Выполняем 3-4 параллельных линии, продвигаясь к центру шеи. И спускаемся в зону декольте. Точка фиксации поближе к подмышечным
лимфоузлам. Дальше под подбородком уходим за ушко и вниз в паравертебральную линию. Таким образом мы снимаем спазм, который у многих людей есть в плечевом поясе. Кажется, что вот все время скованность какая-то присутствует. И повторяем 5 раз. В области лимфоузлов сильно мы не нажимаем никуда. Вообще линии плавные, очень мягкие. Точка фиксации присутствует в конце. Немножко зафиксировались. И еще немножко зафиксировались. Под подбородком, за ухо. То есть данная процедура, она нам позволяет смоделировать четкие контуры лица, поработать с шеей, укрепить ее, разгладить кольца Венеры и однозначно разгладить возможные там складки какие-то, либо морщинки в области зоны треугольника декольте. Я говорила об этом уже, да, что вот если как вообще определить, когда гиалуронку нужно вбивать, вот как я делаю сейчас, либо нужно проводить полноценную процедуру биоревитализации. Если вы просыпаетесь с утра и там буквально через минут 15-20 возможны какие-то заломы на области декольте, они разглаживаются, то достаточно такого способа, как сейчас демонстрирую я. Если эти складки, они остаются в течение дня и даже под вечер не проходят, то тогда однозначно нужно использовать филлер с фрагментированной гиалуронкой и внедрять его с Mesoform Pro. Так, дальше мы меняем режим на биполярный. Немножечко добавляю праймера. Манипула скользит хорошо, геля у меня в данном случае ни много и ни мало, то есть кожа она берет свое. И мы максимально, да, такой максимальный вот у нас здесь нажим должен быть теперь в области нижней челюсти. Движемся с плеча. Легкая фиксация в трапециевидной мышце. Тянем кверху. Вот она точка фиксации. Вторая линия накладывается на предыдущую. Легкая фиксация. Третья линия, четвертая, пятая, шестая под подбородком. От этой точки уходим к уху и вниз. Таким образом мы захватываем сейчас всю тончайшую мышцу шеи, которая и отвечает за то, как она выглядит. Красивая, упругая и подтянутая. Повторяем. Повторяем 5 раз. Это у нас второй раз. Стараемся ровно сидеть. Ну и в то же время держать плечи расслабленными. Еще раз. И сейчас покажу, что можно сделать еще. Если кольца Венеры, как вам показалось, поддались слабо, можно усилить эффект в этой зоне. Для этого мы разворачиваем манипулу под углом 45 градусов и по каждому участку, который собирается в складку либо в залом, как будто его заштриховываем под углом 45 градусов. Родинки обходим, потом вот здесь такая же история. И уходим максимально в заднюю проекцию шеи. Вот здесь. Вот ключицы. Если складки собираются в области декольте,
Сейчас я распределю праймер. Здесь такую же историю можно повторить. Ну, как правило, их там 3-4. И уходим вниз. Еще раз. И вниз. И еще раз. Почему именно вниз? Потому что здесь у нас грудной лимфатический проток, который собирает лимфу, в принципе, вообще с области лица и шеи. Поэтому однозначно уходим вниз. Итак, мы сделали 3 прохода, и еще нам осталось 2. Раз. Линии накладываются друг на друга. Что по эффекту после процедуры нравится лично мне? Вот, да, когда мы сделали курс процедур для лица, и в таких программах у нас все равно задействована шея, и все равно рука, она тянется сама в область декольте. Процедура, вот, которую я сейчас демонстрирую, это акцент, дополнительный акцент на зоне шеи и декольте, учитывая то, что уже на улице жарко, и хочется как-то вот одежду более открытую носить. Вот, соответственно, после такой процедуры, когда мы сделали сейчас вот шею и декольте, на второй день эффект более выражен, и он будет выражен не просто в области шеи и декольте, он будет выражен и на всем лице, так как мы прокачали лимфу, да, которая у нас собирает основные наши лимфоузлы поднижнечелюстные, околоушные, подподбородочные, и таким образом и цвет лица улучшается, и, в общем-то, выглядит в целом все очень хорошо. Итак, еще один проход и переходим на вторую часть. Легенький наклон я все-таки делаю. Легенький наклон я имею в виду головы в противоположную сторону. То есть делаем левую, голову наклоняем слегка в правую. Если вы чувствуете, что где-то у вас может быть подзажата какая-то область, вы можете на ней уделить акцент. Вот этой вот техникой под углом 45 градусов манипулу удерживаете. Как правило, это вот в этих точках. Я прям нашла сейчас у себя. Можно немножко зафиксироваться и уйти в плечо. Дальше меняем режим и переходим, меняем режим на минусовой и переходим на левую половину. Также добавляем праймер. То есть гиалуронка у нас уже вбита, Да. да, и начинаем сразу с праймера. На кончике пальчиков. Распределяем. И вначале лимфодренажными движениями сгоняем лимфу вниз с легкой точкой фиксации. Пять раз. То есть мы же не давим сильно, да, просто у нас легкий нажим. Легкий нажим в конце, а по коже манипула она скользит, просто скользит. Я рукой ее удерживаю слегка. То есть она просто должна плотно прилегать к коже, без нажима. Здесь мы по зоне декольте движемся от центра к подмышечным лимфоузлам. Дальше перпендикулярно манипулу ставим под подбородок. Уходим за ухо и еще раз вниз. Немножко подержались в области трапециевидной мышцы. Проработка трапециевидной мышцы, она нам дает дополнительное удлинение шеи, да, то есть когда плечи вначале вот так, и мы здесь сняли спазм, и сразу визуально шея удлиняется. И ощущения более приятные. Есть такое ощущение, как будто ты отдохнул. Или сходил на какой-то массаж расслабляющий. Так, еще раз.
И это уже завершающий наш лимфодренажный проход. Меняем режим и моделируем контур лица, параллельно укрепляем шею, вытягиваем ее и разглаживаем кольца Венеры, устраняем какое-то ощущение слабости кожи. Не люблю дряблость, ну, объясню, что я имела в виду сейчас. Так, распределили гель. И дальше у нас все на подтяжку. С этой точки, где опять-таки спазмируется мышца, протягиваем все кверху, фиксируемся в области костного края нижней челюсти. А почему в этой точке ты фиксируешься? Здесь вплетается мышца, тончайшая мышца шеи, платизма она называется еще, если с латыни говорить. Она начинается примерно от этого края, от подключичного, и протягивается вот сюда. Вплетается у всех анатомически по-разному, но, как в большинстве случаев, конечно же, в области угла нижней челюсти. Еще раз. Это у нас уже третий проход. После третьего прохода я сделаю вот этот наш фирменный прием под углом 45 градусов Manipula Constant Magnetic для проработки складок. Вот я об этом сейчас говорила. Здесь ты тоже не давления нет, да? Ты Никакого просто давления такую нет. рисуешь спираль. Да? Да. Так, и у основания шеи также хочется пройтись. Можно в центральную часть таким образом спуститься. Напоминаю, что здесь мы движемся вниз. Еще разочек здесь. Так, и два завершающих прохода. И еще один. То есть движение, оно как бы одно перекрывает другое. Да. Нужно несколько таких крупных выполнить спиралей в области трапециевидной мышцы. И интенсивность там можно побольше Можно сделать. побольше, да. И уходим вниз. На этом программа закончилась. Остатки средств смываем водичкой. Водичкой. А потом? А потом в конце я очень люблю распылить
Мист – концентрат клеточное восстановление. Он даст дополнительную свежесть кожи, он устраняет сухость, стянутость, хорошо работает с какими-то, ну скажем так, моментами. Кстати, учитывая то, что сейчас лето, и такие майки, они классные, но бывает, выходишь на солнышко на 15 минут, и сразу уже здесь все достаточно таки румяное. Вот мист, он хорошо устраняет все эти остатки загара, который был нежелателен, и в то же время кожа, она продолжает вот оставаться такой классной, подтянутой и шикарной. Вот, и в конце потом можно еще слегка повбивать гиалуронку, если достаточно выражены кольца Венеры, можно опять-таки зонально пройтись, и наносим сатин-крем. Он легкий, не будет оставлять какие-то пятна на светлой одежде, поэтому спокойно его наносим в летний период на лицо, шею и декольте.